Сегодня будем рисовать вот такой вот город. Вернее, я буду рисовать и рассказывать основные принципы, которые помогают мне делать такую графику, и откуда растут ноги, и что можно перенять себе для того, чтобы получать позитивные, такие позитивные результаты в подобной графической стилистике. Что для этого важно? Всем чао-чао, меня зовут Эдуард Кичигин. И сходу такой небольшой анекдот из эпохи Возрождения. Был такой папа Бонифаций седьмой, да. И он хотел расписать лютеранскую лоджию где-то в дворце в Риме. И тестировал всяких мастеров итальянских, художественного направления. Был такой мастер Джотто, очень крутой. И к нему папа отправил посланника. И посланник говорит: вот папа выбирает художников, покажи пример своей работы. Нужно такое немножко твоего портфолио. Джотто такой: окей, берет кисточку и рисует на холсте одним движением идеальный правильный круг и отправляет туда, папе. Посланник такой смотрит, и считает вот этот момент такой, это послание немножко, может быть, оскорбительное, но отвез и папе передал. В общем, реакция папы, окончание анекдота в конце ролика. А сейчас про город, про рисование города. Я проговорю основные принципы, которыми я руководствуюсь, когда изображаю город. И в этом мне поможет мой скетчбук. Итальянский, да, из магазина Тайгер. Такой простенький. И, в общем, проговорю те штуки. Это 11 пунктов, которые я выбрал. И они, я думаю, что очень сильно помогут тем, кто рисует город. Первый. И по ним буду разбирать и идти дальше. Это первое — обобщение. Второе — выделение главного. Третье — теневые области. Четвертое — детализация. Пятое — перспектива. Шестое — оконные дверные проемы. Седьмое — скайлайн. Восьмое — масштабность человеку. Девятое — ритмика. Десятое — пятна. Одиннадцатое — свет и тень. И вот сейчас будет иллюстрироваться весь процесс объяснялки моим рисованием фрагмента города. Это такое полуфантазийное воспоминание о Венеции. И буду эти принципы проговаривать, поэтому смотрите и так запоминайте, если вам интересна моя техника рисования. Вот, двигаясь по этой структуре, можно двигаться вот в эту историю. Немножко информации про меня, чтобы было понятно, откуда растут мои ноги моей техники графической и почему я это все рассказываю в моем YouTube-канале, и чтобы был понятен стиль, почему он такой, вот поэтому. И первый супер важный момент для быстрого рисунка, быстрого и эффектного, это обобщение. То, что вы делаете с рисунком, то, что вы делаете с тем, что приходит на лист, должно быть цельным, единым, хотя рисование города — это довольно дробная структура. И для того, чтобы справиться с этой дробной структурой, вы должны обобщать. Как это происходит? Все домики — это какая-то геометрическая форма. Рисовать домики нужно, исходя из того, что вы имеете в виду, вот эту вот форму, неважно, насколько вы ее детально прорисовываете. Сначала вы рисуете общее пространство вот этого вот объема, который занимает домик. Если домик сложный, эффектный, такой прям непростой, вы смотрите и думаете, как мне с этим справиться. Нужно кушать слона по кусочкам, по маленьким кусочкам. И вот первый маленький кусочек — это построить объем домика в пространстве города. Или хотя бы примерно прикинуть. Или хотя бы примерно обобщить тот прямоугольник, который может сокращаться в перспективном отношении. Или хотя бы обобщить и показать ту плоскость, на которую вы смотрите и которую вы рисуете. Обобщить ее, свести к простой геометрической фигуре. Это очень сильно помогает. Второй принцип — это выделение главного. Нарисовать все подробно — это не очень правильное движение по рисунку. Нужно выделить главное, на нем сконцентрировать внимание, его максимально хорошо проработать, а остальное все оставить под некий такой бэкграунд.
Это очень сильно поможет вам с композицией и очень сильно упростит и ускорит работу над вашим наброском, над вашим скетчем. Если вы выделяете главное, сосредотачиваетесь на нем и его прорабатываете, зритель видит вот эту вот часть как проработанную. И те моменты, которые в скетче не проработаны, он плюс-минус автоматически относит проработку выделенного фрагмента на них также. И такое ощущение создается, что весь рисунок более-менее хорошо проработан. Поэтому выделяйте главное. Третий пункт – это теневые области. Также это супер важно. Есть вообще такой способ рисования, как рисование тенями. Мы часто используем линейное рисование для построения объектов. Линия описывает форму. Но живописцы, например, могут писать свои картины от пятна. И вот если вот эту вот идею перенести на вот эту вот идею, такая тавтология, рисования пятном, то получится довольно простая схема. Если вы думаете, что есть области, которые принимают на себя тени, и рисуете в первую очередь пятна этих теней, то на рисунке уже создается сильный эффектный ритм. И наиболее крупные объекты отбрасывают наиболее такие интенсивные пятна. Их нужно прорабатывать, может быть, рисовать в первую очередь. Это хороший подход. Потом нужно подумать, где в городе такие дополнительные тени. Это чаще всего детализация под крышами и оконные проемы. Можно нарисовать эти тени. Первое, например, у нас были теневые области зданий. Второе, теневые области под крышами и области оконных проемов. И это уже создаст такой узнаваемый и читаемый рисунок, которому, может быть, можно принести детализацию чуть-чуть, и уже будет эффектно. Четвертый пункт – это детализация. Детализацию рекомендовал бы делать не по всей плоскости рисунка, а непосредственно там, где вы выделяли главный объект. И таким образом вы можете работать не очень много, не очень долго, но сам рисунок будет эффектный, потому что он будет складываться из следующих позиций. Это фоновое, непроработанное обрамление главной идеи и проработанная главная идея, основной домик. То, на что будет смотреть зритель. Можно прорабатывать все вместе. Ну, может быть, эффект будет чуть хуже. Но вот я рекомендую сосредоточиться в детализации на том моменте, который вы выделяете главный. Это пункт номер раз. Пункт номер два. Вы можете вести внимание зрителя по фрагментам детализации. Поэтому, например, можно детализировать то, что вы выделили главным, и спрогнозировать движение внимания зрителя вот этой вот детализации. Именно там, куда вы хотите привести внимание зрителя, куда вы хотите, чтобы он смотрел. Ну, таким образом можно чуть манипулировать зрительским вниманием. Пятая идея для рисования города – это перспектива. Она пятая, но может быть она самая первая по важности. Вам нужно обязательно понять основные принципы перспективы. У меня на канале довольно много видеоуроков про вот эту вот всю историю. И использовать ее. И использовать ее на начальном этапе, когда вы ставите простые основные формы этих городских зданий. Когда вы формируете прямоугольники, вот эти огромные параллелепипеды, которые, сочетаясь между собой, образуют городскую структуру. Когда вы их набрасываете, нужно думать про перспективу. Хотя бы минимально. Хотя бы хоть как-то знать, разобрать этот вопрос. Это очень важно. Тогда ваш рисунок будет иметь очень позитивное впечатление правильно построенного рисунка. Это важно. Шестая идея для хорошего рисования города – это работа с оконными и дверными проемами. Оконные и дверные проемы – это очень сильная, суперсильная структура, которая приходит на ваш рисунок и создает и
подчеркивает и создает ритм и выделяет индивидуальные особенности каждого домика, строит его характер, импрессию, впечатление. Очень-очень-очень важный и сильный момент. На него нужно обращать внимание. И он сочетается с тем моментом, где вы простраивали основные формы вашего домика в перспективе. Если два вот этих момента происходят правильно, то происходит эффект самомасштабности зданий друг к другу, человеку, если вы, опять же, не ошиблись в пропорциях, и происходит ритм на домиках. А ритм для того, чтобы вся ваша картина была сильной, эффектной, ясной, точной, исключительно важен. Про ритм я скажу чуть дальше. Сейчас скажу про принцип номер 7. Это Skyline. Думайте о том, как прямоугольники дома, крыши, части боковые, фасады образуют одну общую линию, которая отделяет город от неба. Эта линия называется Skyline. И во время рисунка я обязательно слежу, чтобы Skyline был довольно симпатичным и приносил вот эти вот элементы ритмики, различных декоративных штук. Но если Skyline симпатичный, то есть надежда, что и сам рисунок будет симпатичный. Поэтому стоит подумать об этом. Принцип номер 8. Самоштабность человеку. Безусловно, город — это такая структура, которая создана для человека, которая должна принимать в себя человека и быть самоштабной ему. И поэтому вот хорошо проверять себя, когда вы рисуете город. Очень классно поставить какую-нибудь небольшую фигурку и по ней проверять, так ли домики в пропорции, или они для того человечка, который вы построили на рисунке. Это очень удобный способ сразу же одним взглядом проверять, не ошиблись ли вы. 9 принцип рисования города — это ритмика. И оконные, и дверные проемы, и прямоугольники зданий, и деревья, они все вместе образуют интересный ритм. Если вы справляетесь с этим ритмом, то картина становится интересной. Справляться с этим ритмом означает гармонично расположить ритм домиков, ритм оконных проемов, ритм пятен, теней и всего, что есть у вас на рисунке. Принцип 10 пятна. Для того, чтобы рисунок был эффектный, мы можем подумать про пятна. И на моем, например, примере это интенсивные. Вот вы видите лужи туши, которые приходят на рисунок. И сами эти лужи, если прикрыть ресницы и посмотреть на рисунок, образуют такие интенсивные вот как раз пятна. И их ритм, их игра между собой образует во многом эффектность рисунка. Поэтому используйте этот момент тоже. И 11 пункт, но может быть он тоже один из первых, это работа света и тени. То есть, если прошерстить предыдущие пункты, мы приходим к тому, что таким образом работает свет и тень. Оно образует пятна, образует детали, образует вот все фрагменты, которые вы переносите на рисунок. И следите за тем, чтобы происходила ритмика освещенных участков и ритмика затемненных участков, ритмика вертикалей, горизонталей. Из этого всего вы, как музыкант, делаете свою симфонию, которая приходит на лист. Свет и тень, по сути, то главное, что мы изображаем, то главное, с чем мы работаем. Как я говорил в начале ролика, можно просто рисовать тени, и живописцы, например, идут вот в таком режиме, в таком направлении. Я рисую в графике, но для меня там работа света и тени — это тоже невероятно важная, огромная история, которая очень сильно влияет на итоговую эффектность моего рисунка. Поэтому я обращаю на это особое внимание. Свет и тень супер важно. И теперь, когда вы начинаете свой рисунок, я думаю, можно держать в уме или выписать на листочек вот эти вот принципы, которые я проговаривал. Мне они помогают очень сильно. Вернее, они практически уже зашиты у меня в подсознании. Если я смотрю на рисунок, я думаю о всех этих вещах. И когда я строю свой рисунок, я их сочетаю вот определенным образом. Некоторым даю в какое-то время больше приоритет, в некоторых меньший. Но все это очень хорошо работает вместе.
Вот сейчас вы видите мой рисунок вблизи, и можно получить другую импрессию, другое впечатление, нежели наблюдая за процессом создания рисунка издалека. Так хорошо работает первый тушь, так хорошо приходит туда вот эта вот техника текстурирования с помощью полиэтилена. Вы видели, это все достаточно быстро, довольно эффектно и приносит огромное количество удовольствия. Очень нравится. Вот такие, на мой вкус, очень важные и полезные принципы для рисования города. Ну, рисование более-менее эффектно в перспективе и более-менее скетчево, условно и быстро. Вот такая история. И продолжение анекдота про Джотто. Не анекдота, такой истории из жизни этого великого художника. Это был, по-моему, 1300 год. И Джотто был один из первых художников, которые работали, как я понимаю эту историю, по всей Италии. Он объездил всю Италию и работал для самых таких влиятельных людей в Италии. В общем, вот посланник, которому Джотто передал свое портфолио, нарисованное одним движением круг от руки, он счел этот жест немножко таким, может быть, оскорбительным. Но папа Бонифаций VII, да, увидел в этом другой момент, увидел в этом другие смыслы. Увидел руку художника, которая показывает, что она может делать, показывает на практике, показывает круто. И, в общем, этот заказ пришел Джотто. Джотто его делал. Вот такая история. А меня зовут Эдуард Кичигин. И если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А внизу смотрите в описании много плейлистов о том, как рисовать архитектуру, ландшафтную архитектуру, вот такой городской скетчинг в разных техниках, ну, большей частью касающихся работы пером и тушью. Вся вот эта вот красивая графичная история. Как это можно делать? Вы берете мое видео и рисуете одновременно с видосами. Они для этого очень удобны. И проверяете себя там. Тут получилось, тут не получилось. Отмотали, снова повторили. Подход, и все получится. И еще мои картины можно купить на галерее Saatchi Art. Ссылка там тоже в комментариях, в описании. В общем, вот. Всем хорошего дня. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем чао-чао. Пока.